Приветствую вас, друзья! С вами Вячеслав Ларин, и это канал Одал. Уверен, многие из вас ждали новых роликов о генетических аспектах нашего прошлого, о гаплогруппах, о предковых компонентах и о том, какие древние популяции оставили свой след в нашей крови, в наших генах. Предыдущие видео на данные темы были наиболее популярными на нашем канале, поэтому я уверен, что этот ролик вам тоже понравится. Из этого видео вы узнаете об основных гаплогруппах, характерных для генофонда европейских народов, о том, с какими древними популяциями они связаны. В одном из наших прошлых роликов я достаточно подробно разобрал, что такое гаплогруппы, зачем их исследовать и что они могут нам рассказать. Поэтому сейчас я не буду останавливаться на том, что же такое гаплогруппы, какие они бывают и что они могут дать при исследованиях. Я лишь напомню, что при изучении популяции человека чаще всего используются гаплогруппы с однородительским наследованием, которые передаются по прямой мужской или прямой женской линии. Эти два типа гаплогрупп, мужская Y-хромосомная гаплогруппа и митохондриальная гаплогруппа, активно используются в исследованиях вследствие простоты механизма их наследования. Об остальном вы узнаете из прошлого ролика, ссылка на который появится сейчас вверху. Обязательно посмотрите этот ролик, прежде чем продолжать просмотр этого видео, иначе вы рискуете неправильно понять то, что я буду излагать далее. Те же, кто уже посмотрел наше видео о гаплогруппах или смотрел его еще до того, как я записал это видео и сейчас предоставил ссылку на прошлое, могут смело продолжать просмотр. Итак, усаживайтесь поудобнее, поехали! Сейчас мы поведем речь об Y-хромосомных гаплогруппах, иначе говоря, о мужских гаплогруппах. Но если вы хотите видеть ролики о женских гаплогруппах, вам придется его оплатить. К счастью, мы взимаем плату не шекелями, но лайками. Поэтому прямо сейчас поставьте лайк этому видео. Когда наберется 200 лайков, мы выложим следующее видео, посвященное женским митохондриальным гаплогруппам, характерным для европейских популяций. А теперь мы окунемся в глубокую древность, а именно в каменный век, в период мезолита, то есть среднего каменного века. Европу населяли охотники-собиратели, генетические компоненты которых подразделяются на группы. Первая группа – западноевропейские охотники-собиратели. Вторая группа – восточноевропейские охотники-собиратели. И третья группа – скандинавские охотники-собиратели. Последние представляли собой результат смешения предыдущих двух популяций. Западноевропейские охотники-собиратели из кластера Виллабруна были обладателями прежде всего гаплогрупп И1 и И2. Однако, что примечательно, сам человек Виллабруна-1 был представителем гаплогруппы R1b. К слову, внешний вид западноевропейских охотников-собирателей был весьма интересен, ибо их смуглая кожа сочеталась с голубыми глазами и темными волосами. Это очень занятно, потому что именно так выглядел знаменитый Конан Варвар, персонаж фэнтезийных романов Роберта Говарда. Невероятное совпадение, с учетом того, что сам Роберт Говард не мог знать о пигментации древних обитателей Европы. Ведь тогда наука генетика не была развита, как сейчас. Об этих потомках кроманьонцев мы также выпустили видео. Обязательно его посмотрите. Ссылочка появится вверху. Восточноевропейские охотники-собиратели были представителями гаплогрупп R1a и R1b. О том, какую роль в истории Европы сыграли эти популяции, вы узнаете из наших следующих видео. Конечно,
Те, кто смотрел прошлый ролик о гаплогруппах, понимает, что сейчас, когда мы говорим о гаплогруппах, речь идет о наиболее характерных и типичных гаплогруппах. Конечно, встречались охотники-собиратели и с другими гаплогруппами, которые, однако, не являлись основными. Все это касается и тех популяций, о которых мы скажем в дальнейшем. В неолите, то есть в новом каменном веке, в Европу вторглись пришельцы из Анатолии, которые превосходили охотников-собирателей числом. Это были так называемые ранние европейские фермеры, которым были характерны гаплогруппы И1Б1Б и Г. Их генетический компонент быстро стал доминирующим в Южной Европе и остается таковым по сей день. Одним из наиболее близких к ранним европейским фермерам народов являются современные сардинцы. В бронзовом веке из причерноморских степей в Европу пришли индоевропейцы. В археогенетике их генетический компонент именуется компонентом западных степных скотоводов. Индоевропейцы были потомками восточноевропейских охотников-собирателей, поэтому они принесли с собой гаплогруппы R1A и R1B. По сей день эти гаплогруппы являются очень распространенными среди различных современных индоевропейских народов. Я перечислил все основные гаплогруппы, распространенные сейчас среди европейских народов. Как вы могли заметить, они происходят по сути из трех источников, которые являются истоками и основных предковых компонентов: западноевропейских охотников-собирателей, восточноевропейских охотников-собирателей и близких им западных степных скотоводов, которые являлись индоевропейцами, и ранних европейских фермеров. Однако, как я уже объяснял в прошлом видео, нельзя считать человека, например, с гаплогруппы Е1Б1Б ранним европейским фермером, только на основании вот этой вот гаплогруппы. Остальная часть генотипа данного человека может быть связана преимущественно с охотниками-собирателями Европы или еще с какими-либо древними популяциями, а не с фермерами. И в ряде случаев так было уже в древности, поэтому тщательно разбирайтесь в теме, прежде чем выносить подобные суждения на свет. Что ж, дорогие зрители и подписчики, мы продолжаем развитие нашего проекта на YouTube и поднимаем весьма важные и интересные темы. Если вы хотите чаще видеть наши видео, да еще и в лучшем качестве, присылайте нам ваши донаты. Все ваши средства пойдут на покупку оборудования. Реквизиты, как водится, в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и не забывайте подписаться на нас в социальных сетях. Ссылки также в описании. С вами был Вячеслав Ларин, автор проекта Odal. Спасибо за просмотр.